Всем здравствуйте! Ребят, почему говорят о том, что мысли, они материальны? Недолго я здесь печалилась о том, что мне не хватает лечения, как буквально вчера у данной орхидеи я заметила, что начинают желтеть листья. Сейчас расскажу, что изначально вообще с ней было. Она приехала ко мне на продажу. И я вообще хотела ее себе оставить, потому что это вот такой красавец биглип, который у меня прям вот как на фотографии цвел. Это фотография моя. Ладно. По приходу, но спустя какое-то время я стала замечать, что у нее чернота на стволе. Конечно, мне ее пришлось себе оставить. Черноту зачистила, при этом у нее были бутончики. Она их все без проблем раскрыла. Несмотря на то лечение, которое я ей провела, все хорошо, успешно. Адаптировалась она у меня на вот этом окне. Ну, спустя какой-то промежуток я сначала на адаптационное поставила, потом сюда. Все, проходило все успешно. Потом смотрю, корневая у нее разрастается, при этом она цветущая, все нормально. И я решила методом перевалки, то есть ее грунт даже вообще ни разу не трогала, я просто взяла и поставила вот сюда, вот в эту бутылку. Но насколько я знаю, именно вот такая вот бутылка, она хорошо провоцирует орхидею на наращивание корневой системы. Именно такой метод, он, ну, как будто является не стрессовым для орхидей. Так оно и было. Все, я ее сюда пересадила. Также смотрю, что у нее стало все хорошо. Она здесь прижилась, никаких проблем нет. Далее, по прошествию где-то месяц-полтора, я ее переставила уже на окно в кухне. Там сейчас на данный момент условия хорошие, температурный режим, освещение, все как надо. Но в один день я проснулась и увидела, что именно вот эти все цветочки, которые были красивые и пышные, их в один момент не стало. И почему не стало, можете посмотреть вот в этом видео, к чему вообще может привести вот такое вот, вот такие наши действия, когда мы берем и просто переносим орхидею куда-то в другое окно, на другие стеллажи, в общем, в другие условия содержания. Казалось бы, ну ничего в этом страшного нет. А нет. Оказывается, смена вот этих условий, с одной стороны, негативно влияет на орхидею. Все, я увидела, что все цветочки у нее в один момент отцвели. Стала наблюдать за корневой системой. Корневая система медленно, но верно начала закукливаться. Ладно. Думаю, стрессанула. Угу. И буквально, ну вот недавно уже она себя до конца проявила, эта орхидея. И здесь есть очаг, здесь есть какая-то зараза. Давайте будем уже смотреть и предпринимать какие-то меры. Получается, что практически 4 месяца орхидея находится у меня. И как я ранее и сказала, что мне пришлось шею лечить при стрессе. Такое, ребят, может быть, когда мы переносим их на другие условия, и эта болячка, она себя проявляет. Видите пожелтение листа, какое ненормально. Так, ну, не должно происходить у здоровых орхидей. Основа и вся желтизна, она идет только лишь от ствола. Вот у этого листика то же самое от ствола. Вот здесь я лечила. И сейчас мне, конечно же, необходимо будет все это убирать. Вижу, что стволик-то у нее черненький, корневая. Вот она. Растущая была, хорошая. Вот был растущий корень, закуклился. Вот здесь корешочек также закуклился. Давайте я ее отсюда, конечно, вытащу. Потому что, видите, какая бутылка, мне неудобно будет какие-то манипуляции проводить уже в бутылке. Все, происходит операция И. Медлить здесь нельзя. Когда видите такие процессы и завтра полечу, чем дольше начнете откладывать, тем быстрее сожрет орхидею. Ну, скорее всего, какая-то грибковость там у нее присутствует. Разберем и посмотрим. Нижний листик я его также удалю. Толку от него уже никакого нет. Вот, сняла. Смотрю, что же там у нее, что провоцирует вообще орхидею-то по итогу. Так, с первого взгляда, ну ничего здесь нет.
Черноты я здесь особо не вижу, которая могла бы прогрессировать и быть на стволе. Давайте я вот эти вот корешочки, которые здесь есть, подпорченные, от них сразу же избавлюсь, потому что они также отсохли от основания. Вот это место уберу и посмотрю, что же там под ним. Так, этот корешочек мне, которого здесь нормальный, здоровый, маленечко мешает подобраться под тот корень и посмотреть. Вместе с ним также его корень тот отстригаю. И вот посмотрите, в принципе, нормальная, здоровая ткань. Ничего здесь нет. Что? Что мешает орхидейке расти? Что здесь такое? Хорошо, вот здесь чешуечка есть, ее снимаю. Все везде хорошенько разглядываю. Вот этот корешочек, который здесь был ранее закукленный, снимаю, смотрю, что под ним. Мне нужно найти причину, мне нужно найти очаг. Продолжаю это все расковыривать. Здесь ничего не вижу. Вот эта чернота, которая меня также могла бы смущать. Но вот видите, с одной стороны трогать ее особо не хочется, потому что рядом она у ствола находится и у корня. И что тут здоровая ткань, что здесь. И нету здесь очага никакого в этом месте, насколько я считаю. Сейчас это все уберу. И там уже посмотрим. Может быть, и в этом месте у корешочка также что-то там подразвилось. Вот здесь раскопала, также ничего не нашла. Давайте посмотрим с этой стороны. Вот, есть вроде бы какая-то маленькая черновинка вот в этом месте. Также сейчас постараюсь срезать. Вот эти вот есть, конечно, незначительные черновинки. Может быть, и оно, которое является также проблемой. Корешочек этот удаляю, он мне мешает здесь работать. Ничего страшного. Новый нарастет. Мне сейчас необходимо шею максимально зачистить и вообще выявить проблему. Что же там? Вот эти две точки, я их отсюда убираю. Вот они, видите, как уходят далеко и вглубь. Возможно, это и есть тот самый очаг. Все до конца отсюда все сколупала. Теперь это место является чистым, вот таким. Смотрите, ребят, вне камеры я сейчас колупнула вот это место. Смотрите, какой у нее некрасивый ствол. Прям вообще чернучий. Вот здесь-то вот она и сидит, вся эта проблема. Вон, как далеко. Вот прям видите, все вот это вот, что я держу возле пинцета, это не здоровая ткань. Выше здоровая, а возле пинцета, вот в этом месте, это все болезнетворное. Это все грибковое и плохое. Вот даже работая вот в этом месте, вот ствол какой страшной, какой некрасивый у него цвет. Видите? Вот здесь с одной стороны чуть-чуть здорово, а вот это место, оно уже все прям. Сижу и теперь уже переживаю, что у меня останется от орхидеи. Останется лишь хоть что-то. Вот этот корень тоже отстригаю, потому что возле него есть очаг, чтобы мне лучше проработать шею. Вот она еще сидит тут. Ну, навряд ли тут что-то, ребят, получится, вообще останется. Посмотрите, вот она, это гниль. Этим цветом это нехорошо. И это не здорово. Вот, колупнула она там есть. Все у меня, скорее всего, сейчас орхидейка останется вообще полностью реанимационной. Вот, видите? Вот, очаг есть. С другой стороны, если мы посмотрим эту же шею, здесь чисто.
Вот чисто. Вот он, очаг. Вот в этом месте. Все, ребята, у меня ничего здесь не остается, как вот взять вот так орхидейку и надломить. Ситуация, конечно, для нее является плачевной, неприятной. И чтобы вы до конца понимали мои действия, почему я пришла к этому, видите, какой ствол нездоровый. Это гниль, это вся гниль, вот она и есть. И запах у нее идет такой грибковости. Цветоносик я, соответственно, удаляю, он мне не нужен. Постараюсь сохранить единственный вот ее корешочек. Постараюсь. Также вот в этом месте здоровая шея. А вот она точечка, видите, которая прям сжирает орхидею изнутри. Казалось бы, ну все, ну я же тебя пролечила, что еще-то? Полностью убираю ствол, чтобы мне также под этим местом все зачистить. Мне сейчас необходимо убирать все абсолютно. Вот этот лист я сейчас также удаляю, чтобы мне видеть процесс, что там на шее. И, кстати, ребят, знаете, вот сижу и думаю, что, возможно, даже у орхидеи есть фузариоз. Видите, вот эти вот на листьях вот такие красные каемочки. Орхидея это чисто бело. Такое свойственно только тем орхидеям, которые имеют какой-то красный оттенок. А она чисто белая. Это ей было бы не свойственно. Вот также видно, что у листа, который я изначально сняла, вот красная, фиолетового даже цвета, возможно и фузариоз. Прям возможно. И идет тоже вот этот тут не просто запах гнили, да, а вот запах грибковости. Вот описать я вам его конкретно не смогу, но подразумеваю, что это оно и есть. Фузариоз, он тоже проявляется по-разному, и орхидею он убивает также по-разному. В руках у меня остается реанимационная орхидейка. Вот в таком состоянии. Сейчас я здесь уже все зачистила. Здесь ничего нет плохого, гнилостного. Это здоровая, нормальная, целая. Даже если еще немножечко отсрезать, чтобы вам было виднее, нагляднее, понятно. Видите, ткань, она далее идет хорошая, здоровая. Дальнейшие действия мои. Я беру самый сильный фунгицид из того, что у меня есть, это фундазол. Можно и максимум обработать, но такие случаи я люблю прорабатывать фундазолом, потому что он сильнее и он лучше будет справляться с самим заболеванием. В наличии у меня есть, прям вот так производитель и продает в упаковочке все. Работать необходимо обязательно в перчатках. И место среза у ствола я просто-напросто примакиваю. У меня были, знаете, ребят, много вот таких случаев, когда вы начинаете мне писать, со мной консультироваться, что-то спрашивать. Знаете, даже вот промокну вот так именно. Я сделала все так же, как и вы. Ребят, вы почему-то не совсем допонимаете мои действия по отношению с такими орхидеями. Вы просто можете положить и посушить. Я никогда так не делаю. Я обязательно на живую, пока срезанная, пока она еще мокрая, эта ткань, я их обрабатываю. Смысла на сухую ткань проводить какие-то обработки, ну, их просто элементарно нет. И вот так в пакетик я завожу орхидейку, чтобы мне сильно с ним не контактировать, и прям промакиваю, прям все промакиваю со всех сторон ее. В итоге вот что получается. Вот такая больная орхидея. Главное, чтобы вот эти места, они были у меня обработанные. Теперь фундазол хорошо закрываю и убираю. Вот этот пень, ребят, я оставлять не буду, потому что фузариоз это одно из тяжелых грибковых заболеваний у орхидей. Насколько я поняла, это фузариоз. Еще раз покажу вам. Вот видите, вот это вот фиолетовая каемочка.
Если идет какая-то черная гниль, вот даже если взять в сравнении вот здесь как будто бы черная гниль. А здесь вот именно фиолетовая, но даже вот здесь вот в этом месте есть маленечко возле черноты именно фиолетовый цвет. И фузариоз, он очень быстро начинает убивать орхидеи, прям моментально. Я заметила вчера вот эту желтизну, листик был наполовину нормальный. А сегодня уже на протяжении суток он полностью вот так вот начал желтеть. И если вы вовремя не возьметесь, то у вас на следующий день желтеет этот лист, на следующий день этот, и орхидея, ну, может не стать сколько ярусов листьев по листу в один день. Все. Вот так моментально сжирает фузариоз орхидеи. Дорогие мои зрители, вот с таким тяжелым заболеванием может приключиться вообще у любого архивода, у любого архамана. Это, конечно, мои предположения, что это фузариоз. Лишь только я могу об этом знать в лабораториях. Но у нас таких лабораторий просто-напросто нет. По каким причинам и признакам я вам уже объяснила. В идеале я сейчас ее, еще листики ей в фундазоле все промажу. Можно в виде кашицы, все хорошенько, потому что у меня эта орхидея после того, как полностью все просохнет, весь ствол, весь корешочек, вот сейчас еще просмотрю, если где-то я что-то надрезала и фундазолом не домазала, доработаю уже вне камеры. И как только просохнет сутки, прям сутки необходимо выдержать просто лишь вот так. Далее я орхидею помещаю в бутылку вниз листьями. Это моя тепличка. И тяжело больные реанимационные орхидеи, у которых нет корней вообще, я им наращиваю корни именно таким методом. Для вас, для некоторых зрителей, может казаться это кощунственно. По мне это действенный метод. И с другой стороны, когда орхидея больная, ну вообще их не советуют усаживать в сильно влажную среду, потому что влажную среду любит грибковость. А у меня выхода другого нет. Ну куда вот, даже если корешочек вот этот у нее один есть, и толку от него мало. И даже если посажу ее в грунт, все равно она мне будет реанимационно, что она там будет тяжело болеть в этом грунте, что в бутылке. 50/50, то ли эта грибковость от этой воды ее сожрет дальше, но здесь уж как повезет. Вот прям ничего другого ей предложить не могу. И смотрите, орхидея сидит в бутылке. У Тургора, у той орхидеи хорошей. Посмотрите, она его не теряет вообще абсолютно. Листочки абсолютно упругие. То есть орхидеи могут прекрасно выдерживать тургор вот в таких вот емкостях. После того, как я усажу сюда в бутылку, обязательно необходимо также и температурные режимы, и все это соблюдать. Сюда обязательно я добавлю либо фундазол, либо привикур, какие-то грибковые заболевания. Если вот у меня, ну, на орхидее нет никаких механических повреждений, никаких вот прям грибковости на листьях, листья абсолютно все здоровые и целые. Если у вас есть повреждение, даже механическое повреждение, лучше всего орхидейки сюда не ставить. Либо перед тем, как сюда ставить, необходимо провести обработку. И теперь я делаю такие выводы, что вообще случилось с этой орхидеей. Изначально, когда она ко мне пришла, в ней сидела эта грибковость. Какая грибковость, конечно, я вам не скажу, но она в ней сидела, что спровоцировало изначально лечение ствола. Сами видели, что я обрабатывала орхидею фундазолом. Далее, даже вот когда я орхидею пересадила методом перевалки вот сюда, она чувствовала себя нормально, ровно до тех пор, пока я не переставила ее на другое окно. Именно это было причиной и провокацией к данной болезни. И здесь опять же, как повезет. У нее на листьях не написано, что Лена, сорт не трогай. Есть определенные сорта, которые чуть что их немного затрону, они начинают болеть, они начинают проявлять свои грибковости. Я всегда говорю, как и у нас, у людей, есть свои бациллы, есть свои микробы. Если вдруг с нами происходит что-то не то, падает иммунитет, мы начинаем болеть. Эти вирусы проявляются. То же самое и у орхидеи. У нее случился стресс, и грибковость у нее вышла. Я хочу вам дать именно такой совет.
Не трогайте, лишний раз их не трогайте. На моих ошибках учитесь, что мне нужно было сделать. Вот как я изначально ее посадила в перевалку, как изначально она здесь росла, и пусть бы она росла, и не нужно ее ни с какого вот этого реанимационного окна было переносить. Подождала бы весны, и вот нарастила бы она здесь огромное количество корней, только лишь потом мне можно было бы ее переставить на другое окно, а в идеале вообще пересадить. Ну, что случилось, то случилось, и от этого уже, конечно, не уйти. Теперь буду продолжать ее реанимировать, уже, конечно же, лечить и восстанавливать. Думаю, что мое видео было для вас поучительное. Вы обязательно прислушайтесь, присмотритесь к моему опыту, к моим ошибкам. Всем всего самого доброго. Всем пока.